Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и гости канала. С вами компания ИВМ Туркия «Инвестиции в мечту». Я Светлана. В связи с такой неприятнейшей ситуацией, сложившейся по всему миру по теме коронавирус, мы хотим сегодня записать вот в таком формате немножко информации о том, что происходит у нас в городе, что происходит в Алании. Почему? Конечно же, каждый день мы получаем сообщения, звонки от наших подписчиков, от наших клиентов. Ребят, как у вас там, как у вас ситуация, как вы считаете, как долго это продлится, что происходит в городе и так далее. Вот поэтому в таком формате мы хотим сразу всем немножко преподнести информацию из уст очевидцев. То есть мы сейчас находимся в городе, в Алании, и поэтому хотели немножко рассказать вам, как на самом деле у нас здесь все выглядит. Пару дней назад, на прошлой неделе, правительство Турции начало внедрять какие-то меры по предотвращению распространения вот этой так называемой заразы. То есть у нас закрыли, на прошлой неделе начали закрываться кафе, рестораны, магазины, учебные заведения, кинотеатры, театры, бассейны, спа и прочее. То есть, что говорить о продовольственных магазинах и аптеках, да, они работают, но некоторые в ограниченном режиме. Все остальное, магазины одежды, бутики, обувные магазины, ну и прочее, в принципе, по идее закрыты. Но хочу сказать, что вот я нет по надобности выезжаю в город и вижу, что некоторые магазины, которые торгуют текстилем, к примеру, посудой какой-то, там и там еще открыты. Не совсем ответственно подходят некоторые товарищи к этому вопросу, но тем не менее муниципальные власти очень интенсивно ездят по городу и штрафуют таких предпринимателей, которые не обращают внимания на такие указы. И с каждым днем все-таки видно, что все больше и больше магазинов закрывается. Большие сетевые кафе, как Ханджи, Четырим, закрыты не все. То есть вот в центре города я видела, прям вся улица закрыта, нет ни одного столика на улице. А вот в Махмутларе я была дня два, наверное, назад. Ханджи закрыли только для обслуживания за столами. То есть, если гости приходят, их за столами не обслуживают, а работают только на вынос. Что-нибудь вам нужно, вам положили в пакет, вы унесли это домой. Дальше мне очень интересно то, что, например, рынки не закрывают, это тоже скопление людей. Но не все, не все носят маски, не все носят перчатки, поэтому не знаю, может быть, дальше как-то все-таки закроют официально и рынки. Но на рынках видно, что лавки, которые торгуют там сувенирами, текстилем, их нет, то есть им не разрешено выставлять свой товар, а на рынках торгуют только продуктами питания, овощи, фрукты и прочее. И все продавцы обязаны носить перчатки. Покупателям не разрешается самим там копаться в товарах, что-то выбирать, то есть продавец вам сам положил в пакет, что вам нужно, и вот в таком виде вы это вынесли домой. Что касается жилых комплексов, это опять что очень интересный вопрос. Многие спрашивают, ребята, как там в нашем комплексе, что-то работает или нет. У нас очень много в городе жилых комплексов, где есть территория спа, бассейн крытый, сауна, хамам, фитнес и так далее. Так вот, все секции спа в жилых комплексах на данный момент тоже закрыты. Закрыты кинотеатры, учебные учреждения, школы, университеты тоже сейчас закрыто, но вот вроде бы молодых людей переводят на режим дистанционного обучения. Многие фирмы, многие компании сейчас тоже закрываются, и люди переходят на дистанционную работу. Вот наш офис тоже сейчас пустой, но мы к вашим услугам. Мы работаем точно так же дистанционно, и в любой момент обращайтесь по каким-то вопросам, мы всегда на связи. Дальше, что касается рейсов в Турцию и из Турции. Вот на прошлой неделе были закрыты рейсы из Европы, Ирана, Ирака, Эмиратов и прочее. Что касается России, я слышала, что на этой неделе
закрыты чартеры через Анталию, но через Истамбул в Турцию и из Турции улететь можно. Но это опять же пока. Кто его знает, потому что вот у нас сейчас в Алании находится ряд наших клиентов, которые уже когда-то купили недвижимость, здесь сейчас отдыхали, либо вот новые сделки мы провели. И люди быстренько покупают билеты, чтобы успеть на этой неделе улететь домой, пересидеть карантин со своей семьей. Касательно городских управлений, некоторые из них закрыты. Здание суда закрылось, некоторые управления городские тоже прекратили работу, некоторые работают в ограниченном режиме, такие как ЖЛК, АСАП, то есть это управление по поставке электроэнергии и воды, потому что сейчас проходили все-таки вот в недавнем буквально времени какие-то сделки, людям нужно оформить договора по поставке воды и электроэнергии, так вот они работают все еще в ограниченном режиме. Что касается кадастрового управления, так они тоже работают сейчас в ограниченном режиме, то есть документы можно подать на входе, вовнутрь не пускают людей, и если передается ТАПУ, то есть при подписании документов на отторжение собственности, при получении ТАПУ вовнутрь здания запускается только продавец, покупатель и переводчик, то есть без всяких лишних людей. Как будет дальше, ну, пока не знаю, но вот в таком режиме работает сейчас кадастровое управление. Банки, почтовое отделение точно так же в ограниченном режиме работают. Людей запускают вовнутрь здания по одному-двум персонам, то есть 1-2 человека запускают, остальные ждут снаружи. Карго, то есть вот поставки почтовые также работают нормально, домой приносят все, что вы должны были получить через почту, документы, посылки, это все вы получаете в нормальном режиме. Дальше что? Дезинфекция, да, муниципальные власти молодцы. Везде проводят работы по дезинфекции детских площадок, спортивных площадок, стадионов, общественных транспортных средств, то есть автобусы дезинфицируются, автобусные остановки и прочее. Но, надо сказать, радости мало, мотивация что-то так падает, но это нормально. Мне кажется, это сейчас по всему миру как-то очень непривычно, люди сбросили свой привычный темп. И, что делать, ребят, надо как-то вот отсидеться сейчас на карантине, будем позитивными в кругу семьи, нужно как-то это время выждать. И, что сказать, я вот могу вам всем пожелать только наикрепчайшего здоровья, позитива, и давайте вместе пройдем через это время. Кстати, еще вот такой момент. Сегодня официально было сообщено, что выход на улицу гражданам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется, то есть запрещен. И вот от приятелей, от свидетелей таких проверок я сегодня слышала, что люди просто шли по улице и видели, как полиция останавливает на улице людей, которые, пожилых людей, и просит у них документы. Если видят, что эти люди старше 65 лет, настоятельно рекомендуют покинуть улицу и пройти домой. Что касается Алании, я бы не сказала, что у нас прям здесь мертвый город, но жизнь немножко замерла. То есть видно, что на улицах не так много народа, но он есть. И очень большое количество людей ходят в масках, в перчатках, но опять же, к сожалению, не все, но может быть сейчас дойдет это до народа все-таки. На прилавках в магазинах у нас есть все. Слава богу, опять же, люди не впадают в какую-то панику, не раскупают миллион каких-то вещей, может быть, даже не совсем нужных. Видно, конечно, что на кассе стоят люди, может быть, там 2 пакета тех же макаронов, там 3 пакета того же риса и так далее, но тем не менее магазины полные, средства первой необходимости, средства гигиены, это все есть. Также нужно еще обратить внимание на то, что Министерство финансов организовало горячую линию, на которую может обратиться каждый с жалобой, если он увидел где-то завышение стандартных цен на предметы первой необходимости. Например, вы можете на определенный номер телефона сбросить фотографию с каким-то товаром и завышенной ценой.
И вот эти продавцы очень жестко, с высокими штрафами пресекаются. То есть муниципальные власти посещают эту точку торговую и накладывают на них, просто, я бы сказала, очень жесткие штрафы. Ну, молодцы. В принципе, как бы государство принимает какие-то меры, теперь нужно просто уповать на то, чтобы мы все, граждане или жители какой-то страны, немножко придерживались всех этих постановлений и правил. И я надеюсь, что в скорейшем будущем все это утрясется, все встанет на свои места. И ждем вас, дорогие наши подписчики, наши клиенты, наши друзья, в нашу солнечную, доброжелательную Турцию. Дай Бог, что все быстро успокоится, и мы с вами все снова встретимся. Еще раз желаю вам всем крепкого здоровья, позитива, благосостояния. С вами компания EVM Turkey. Инвестируйте в вашу мечту.